Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об СБ. Сегодня продолжим знакомиться с историей команды Боярд. В прошлый раз мы расстались с командой в непростое для нее время. Вместе с друзьями из турнирной тусовки и опытным бугурсменом Морганом они ярко ворвались в номинацию, где их никто не ждал. В пятерке. На Динамо 2015 их команда Зверобойс сотворила настоящую сенсацию. Заняла второе место, при этом выйдя из противостояния с Партизаном на равных 1-1 по встречам. Если вы не понимаете, о чем я говорю, вероятно, вы пропустили мой предыдущий выпуск, где я подробно рассказываю об этом фееричном турнире. Вот ссылочка, рекомендую пройти, ознакомиться, чтобы понимать предысторию. Как я уже говорил, к сожалению, для фанатов, да и для соперников, команда, которая так многообещающе начала, просуществовала лишь один сезон. Морган ушел в Русский Орден, а Найзев и Надеждин создали свою команду «Громобой». Боярдовцы остались сами по себе и дали команде клубное имя. Вот где-то примерно здесь и начинается современная история команды. Это разделение было большой утратой для чемпионата СБ России. Зрители и соперники приуныли. Вновь созданные команды не могли сравниться по силе со Зверобойс. Даже ее костяк, который сейчас назывался Боярд. Но не стоит думать, что Боярд стал слабой проходной командой. Отнюдь. В его составе по-прежнему были матерые именитые бойцы, которым разве что все еще не доставало опыта командных боев. Кроме того, в прошлом сезоне на них также еще играл и фактор неожиданности. Получается, что средний уровень команды снизился, а уровень настороженности соперников вырос. Тяжело развиваться в таких условиях. А точнее даже не развиваться, а по сути начинать путь заново. Из-за всего этого первый сезон стал сезоном, когда команда не поднималась на пьедесталы турниров, скажем так, первой величины. Хотя шансы и уровень притязаний по-прежнему были достаточно высокими. Например, на Динамо 2016 года команда дошла до четвертьфинала, где уступила украинская Набери. Мы, строго говоря, не занимали призовое место на Динамо только один раз. Это как раз вот первый сезон, когда мы дрались своей командой уже, да и то могли бы, тоже не знаю на какую халяву, если бы мы выиграли Айнаберу, а мы тогда могли. В 16 году уже, да? Мы бы тоже какое-нибудь третье место заняли бы. Возможно. А 2017, 2018, 2019 мы вот тоже стабильность признак мастерства, мы занимали третье место каждый раз. Вот, с 2017 года состав устоялся, я уж не помню, там я, Ваня Васильев, Тёма Гершфольд. Вот вы трое с самого начала были. Да, Динар потом присоединился. Кто у нас там еще был? Так или иначе. Шейн, он присоединился в 18-19. Да, 18 год. Драгон. Пришел. Драгон чуть пораньше. Вот так постепенно собрался, у нас много-то и... То есть, если вы стабильно брали третье место, то вот уже вот стабильно выходить там на первое, второе, где-то года, видимо, Да мы сильно на первое, второе никогда не выходили. У нас вот последние годы. Бугурт Прайм и все. Стало быть, это, как бы, ты считаешь, началось относительно вот недавно? Я считаю, что мы стали достойны вот этого третьего места, может быть, в прошлом году только, когда Саша Шейн появился, когда Илюха взял у Драгон топор, что немаловажно. Потому что он просто был хорошим бойцом раньше и бегал с фальшоном и с чем там, со щитом. А с топором все заиграл новыми красками, он себя проявил как следует. Не все с самого начала у него получилось. Полгодика отдохнул. Но потом все стало классно, на свои места. Саша Шейн тоже появился, не поймешь как. Его Ира Федорова, которая Велимира, увидела в метро, сказала: какой здоровый, пойдем со мной. Серьезно, так и было, да? Да, она на тренировку ехала ко мне. Привела, Дуда пришла. Саша, говорю: здрасте, меня вот Ира привела. Как-то я его оставил. В 2017 году Боярд вернулся в топ российских команд, но окончательно вошел в силу в 2018. Львы набрались недостающего опыта, состав стал стабильным и сыгранным. Команда переживала небывалый заряд мотивации. Она осознала свою силу и уровень угрозы, который может представлять для противников. Мышление окончательно трансформировалось из дуэльного в бугуртное. Мы начали драться как команда, а не каждый сам за себя, сказал Артем Гершфельд. Тот сезон выдался для команды очень насыщенным, и по его результатам Боярд получил приглашение на Бугурт Прайм, финальный турнир сезона Бугурт Лиги. Про Бугурт Лигу и Бугурт Прайм на канале уже есть отдельное видео, можете его посмотреть. У нас вообще был сезон прям очень хороший, мы много куда ездили. Мы, во-первых, по России очень много накатались, то есть мы прям на все турниры ездили, в Пермь,
на «Динамо», потом битва на Неве, потом какая-то битва Александра Невского. То есть мы постоянно куда-то ездили драться. У нас прям не было остановок вообще, мы постоянно были в движении. Ну и плюс у нас прям поперло, очень сыгрался состав. Саныч набрал обороты, Илюха, Серега. Ну, то есть вообще очень был хороший сезон. И на Прайм мы попали, мы на самом деле даже не планировали туда попадать, нас пригласили, потому что прям был очень хороший результат по очкам. Вот. У меня еще смешно получилось. Я во время Прайма был в Узбекистане и до последнего никак не мог купить билеты. И у меня в итоге меня отпустили только в тот момент, когда уже билетов не было. Я просто не попал. И был казус, то, что на видео я был, а в реальности меня не было. Вместо меня был Саван и Леха Галкин. Ну, то есть кого-то из них взяли. Здесь стоит сказать, что хоть команда и провела выдающийся сезон, в финальном рейтинге Бугурт-лиги она была на 11 месте. То есть, по факту, в Бугурт-прайме участие принимать не должна была, так как это турнир для 10 команд, набравших максимальное количество очков. Однако две команды не смогли принять участие в турнире, их места освободились, и Боярд вместе с украинским князем запрыгнули в последний вагон. Монако отправились покорять следующим составом: Сергей Уколов, Иван Васильев, Дмитрий Ромадин, Илья Драгон, Алексей Галкин, Александр Шейн и Артем Саванович. Боец клуба «Западная башня», который присоединился к Боярду на том турнире в качестве легионера. В тот год «Западная башня» приняла решение не ввязываться в погоню за очками. Но предложение Драгона присоединиться к Боярду в Монако Саванович принял, не раздумывая. Я уже говорил, Боярд тогда был в очень хорошей форме, но усиленным опытом Савановичем команда вышла на совершенно другой уровень. Это заметили в том числе и комментаторы, которые первые несколько боев только делали, что удивлялись, насколько Боярд в тот день был силен. Первым для команды был бой со старыми друзьями. Команды давно и хорошо знали друг друга, побеждали друг друга не раз. И на первый взгляд результат был непредсказуем. Но в то время, когда Боярд приехал в максимально сильном составе, старые друзья ровно наоборот. Травмы и болезни сильно ослабили команду, и выступление на том турнире для старых друзей было одним из худших в истории. Бой получился достаточно вязким, но все равно победу уверенно в обоих раундах забрал Боярд. Следующим был бой против французской команды «Мартель», и вот здесь ли вы не встретили никакого сопротивления и разгромили французов. Следующим противником в подгруппе стала датская команда Brotherhood. Крепкая европейская команда, которую не стоит недооценивать. Они дали достаточно хороший первый раунд, но вот на второй сил уже не хватило, он продлился 30 секунд. А вот про последний бой подгруппы стоит рассказать более развернуто. Там Боярд встретился с White Company. Команда из Англии, команда, которая проделала путь от крепкого средняка до сильнейшей команды Европы. К слову сказать, именно White Company занимала в финальном рейтинге первую строчку, имея в своем активе 379 очков. Напомню, что Боярд попал на этот турнир по большой случайности, и в его активе было всего 144 очка. Если судить по цифрам, то результат более чем предсказуем. Но цифра это цифра, бой это бой, и бой показал, что команды очень равны по силам. Первый фраг был сделан только в конце первой минуты. И то, фраг достаточно странный, посудите сами. Вот Александр Шейн на равных борется с бойцом из Англии, и через мгновение тот обмякает и сползает под ристалище. Позже его несут на носилках. Я лично так и не понял, что там произошло. Если кто-то в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как бы то ни было, Шейн создает преимущество и переключается на другого оппонента. Артем Саванович с очень злой алебардой остается без всякой опеки. Казалось бы, White Company конец. Но даже в такой, казалось бы, выигрышной ситуации Боярду понадобилось еще 2 минуты, чтобы сделать еще один фраг. А сделал его опять-таки Александр Шейн. Напоминаю, это тот парень, которого схантили в метро. Дальше дело пошло бодрее. Драгон бросает своего оппонента и со счетом 5-2 сложнейший 3-минутный раунд забирает Боярд. Следующий раунд в полной мере демонстрирует, насколько не зря пригласили в команду Артема Савановича. Начался этот раунд так же, как и предыдущий, достаточно тягуче. 2 минуты понадобилось бойцам, чтобы как-то размочить счет. Правда, на суть это не повлияло. Противники упали на ристалище вместе, бой продолжился 4-4. И спустя минуту Иван Васильев совершает ошибку. Пытаясь вырваться из-под опеки своего оппонента, он нарывается на подножку и падает. У White Company появляется преимущество 4 против 3, и они в полной мере могут его реализовать. Возможно, так и было бы, если бы в составе Боярда не было Артема Савановича. Но он был. В какой-то момент сразу 2 англичанина атакуют Артема, но он опытный боец, и такая ситуация для него не критична. Один из англичан летит на землю, чуть позже к нему присоединяется его товарищ. Благодаря Артему Савановичу преимущество теперь на стороне Боярда. 3 против 2. И опять же, благодаря этому легионеру это преимущество реализовано. 3 против 2 превращается в 3 против 1. Победу забирает Боярд, а Артем Саванович делает сразу 3 фрага в одном раунде.
Ни одного раунда Боярд не проиграл в подгруппах. Потрясающий результат, но расслабляться рано. Дальше плей-офф, бои на вылет. И в четвертьфинале Боярд встречается с французским чемпионом Аквила Секвания. С одной стороны, команда заведомо более слабая, чем White Company. С другой стороны, на турнире такого уровня удивить могут все. И Аквила удивляет. Первый раунд они проигрывают. Но вот во втором, из практически безвыходной ситуации 4-2, они создают 2-2. Бросив Шейна и снеся Савановича. В какой-то момент даже показалось, что французы могут взять раунд. Но чуда не произошло. Уколов бросил своего француза, а потом они вместе с Драгоном выкинули другого за границы ресталища. Полуфинальный бой с опытным и сильным князем. Безусловно, топовая команда, одна из сильнейших в Украине, но у Боярда тут прошло куда легче, чем с White Company. Уверенная победа в 2 раундах, где первый занял 1 минуту, а второй 1,5. Дальше финал. Нельзя сказать, что в начале этого дня прям никто не ожидал увидеть львов, зашедших так далеко. Это уже давно не команда турнирщиков. Но если смотреть на голые цифры, то это по меньшей мере забавно. Команда, которая попала на турнир случайно, абсолютно без колебаний прошла через самых сильных соперников и сейчас будет сражаться за первое место. А сражаться ей предстояло с другой российской командой. Вообще-то русский финал в нашем спорте штука не уникальная. Нижегородская Медвежья 5 тоже уверенно прошла всех своих соперников. И тоже тяжелее всего им пришлось в бою с White Company. Первый раунд 5 выиграла, а вот второй, к общему удивлению, проиграла. Третий тоже выиграла, но это был долгий, изнуряющий раунд, длиной больше 4 минут. Иными словами, это был настоящий финал. Финал, когда никто с точностью не может сказать, кому сегодня уйдет победа. Бой начался спокойно и размеренно. На этом уровне мало увидишь маневров и рискованных действий, очень многое на счету. Бойцы разобрались по парам, и первый фраг был на счету Боярда. Сергей Уколов бросил Сергея Курицына по прозвищу Тор. Я тогда был в шоке, я вообще не думал, что такое возможно. Дальнейшее развитие боя придал Артем Саванович. Он бросил своего оппонента и пустил в ход свой топор, нанося удары по зафиксированным бойцам Медвежьей Пяди. Тот раунд со счетом 5-2 забрал Боярд. Второй раунд начался бодрее. Илья Драгон, стоя по центру напротив Виталия Грызлова, затянул того достаточно глубоко за линию фронта, дав таким образом Савановичу возможность атаковать бойца Пяди из слепой зоны. Виталий Грызлов оказывается на земле, а преимущество переходит к Боярду. На другой стороне ресталища Уколов и Шейн из Боярда противостоят Каменеву и Тору из Пяди, 4 огромных тяжеловеса. На этом фланге силы равны, и бодаться тут они не могли бы еще долго, если бы не подоспел Саванович и его топор, который незамедлительно обрушивается на спину Тора. Очень сильные удары. Очень. Каменев переключается на Савановича, стараясь нейтрализовать его и облегчить жизнь Тору, но не успевает. Тор пропускает сильнейший удар топором под щитовую руку, ремень на щите перерублен, боль страшная, и Уколов все-таки утягивает его на землю. Одновременно с этим маршал сажает Александра Шейна за потерю снаряжения, но Боярду это уже сильно не мешает. Артем Саванович методично и по очереди расстреливает бойцов Пяди, Каменева и Никитина. Очень жесткие удары. Даже мне, опытному бойцу, было больно смотреть. А неподготовленная публика в Монако была в полнейшем шоке, зал молчал. Но как бы то ни было, таков наш спорт. И таков был фееричный финал Бугурт Прайма 2019 года, где команда Боярд заслуженно завоевала первое место. Артем Саванович был назван самым ценным бойцом турнира. Они шли к этому давно, с 2015 года, когда еще будучи Зверобойс, чуть не выиграли Динамо. 4 года понадобилось на то, чтобы выиграть один из престижнейших трофеев мира ИСБ. В сезоне 2019 года Боярд так активно не выступал и не набрал достаточное количество очков, чтобы вновь вернуться на Прайм. Но это не значит, что силы ушли, а интерес угас. Нет, в 2020 году Боярд планировал вернуться в список сильнейших команд. Но 2020 год такой, не только у Боярда пошло не по плану. Если 2021 год будет ко всем нам помягче, то я уверен, что по его итогам на Бугурт Прайме 2022 года мы вновь видим команду Львов. Друзья, в это видео попала лишь малая часть того интервью, что я взял у Сергея Уколова. Мы там не только о Динамо 2015 года говорили или о Прайме 2019. В принципе, я могу выложить полную версию, там что-то около 45-50 минут. Давайте сделаем так. Вы ставьте лайки, и когда их наберется 200, я опубликую полную версию. Договорились? Все, пока. Тут стоит сказать, что хоть команда и продала... Ладно. Там было ресталище очень высокое, бежал сбить чувака, чуть подпрыгнулся, он ушел в сторону, я просто вышел. Давай повкуснее. Да. Позже его несут на носилках. Возможно, так и было бы. Возможно. Так, погодите, что я в прошлом раунде сказал? Говорит, а вы что, врубаетесь? У нас в стране 81 человек армии, а их приехало 100.